привет, с вами Оля, вы у меня на канале, и в этом видео собираюсь показать вам примеры заготовок еды на несколько дней. Это у нас будут и завтраки, и обеды, и ужины, и все они, конечно же, будут совместимы с правильным питанием и похудением. Максимально простые блюда, которые готовятся очень быстро. На приготовление 3 завтраков, 3 обедов и 3 ужинов у меня ушло не более 40 минут, и это при том, что я еще снимала видео, соответственно, это немножко дольше, чем если бы я готовила без камеры. В общем, будет вкусно и интересно, поэтому обязательно оставайтесь со мной, но перед тем, как мы начнем, напоминаю підписатися на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. А також, якщо ви з України, то обов'язково підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А ще й підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити ще більш смачних та корисних рецептів. Ну а начнем мы с заготовки завтраков, и это у нас будет ленивая овсянка. Я взяла 3 одинаковых стаканчика, в каждый из которых отправляю 60 грамм овсяных хлопьев долгой варки и по 1 столовой ложке семян чиа. В качестве подсластителя в этот раз добавляю 1 чайную ложку меда. Ну и чтобы было поинтереснее, у нас все 3 овсянки будут разных вкусов. Для первого возьмем один небольшой банан, где-то треть его я нарезаю кружочками, а остальную оставшуюся его часть просто переминаю вилочкой в пюре. Не обязательно даже, чтобы оно было максимально однородным. Помятый банан добавляю в одну из баночек. Во вторую добавляю 1 чайную ложку какао и 50 грамм замороженной вишни. Далее добавляю по 100 мл молока в каждую из баночек. Молоко может быть либо же обычно коровье, либо же растительное, миндальное, овсяное молоко. В общем, любое на ваш вкус, которое вам больше нравится. Мне по вкусу, кстати, очень нравится с овсяным молоком. Далее в каждую баночку я добавляю по 50 грамм йогурта, а вот в последнюю баночку, в которую я не добавляла фрукты, йогурта я добавила чуть больше, то есть 100 грамм. Ну а теперь все хорошенько перемешиваем вместе. К банановой овсянке добавляю нарезанный кружочками банан, также немного арахиса. А это та баночка, которая у меня была без начинки. К ней я просто добавила кокосовую стружку и замороженные ягоды. Вот такие 3 вкусных варианта завтраков у нас готовы. И в следующие 3 дня нам вообще не придется готовить завтрак. Ставим их в холодильник, и они пусть дожидаются своего часа. Если у вас нет времени самостоятельно составлять для себя меню при похудении, то вы всегда можете приобрести готовые рационы на моем сайте olyapins.com. Сейчас как раз действует скидка на новое меню, оно есть и для женщин, и для мужчин, а также есть комбинированная версия, если вы планируете правильно питаться сразу вместе со своей второй половинкой. Это меню отличается от остальных тем, что включает в себя большое количество вкусных и полезных рецептов, но при этом еще прописан более простой вариант, если у вас нет времени на готовку, как вы можете упростить тот или иной прием пищи. В общем, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Ну а теперь перейдем к приготовлению обеда. Для него нам понадобится 2 половинки куриного филе, вместе их масса около 600 грамм. Их необходимо нарезать тонкими маленькими кусочками. Также нам понадобится 1 луковица, снимаем с нее шкурку и нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковородку, добавляем на нее немного масла и после чего начинаем обжаривать на ней курочку. Я это делала на большом огне, постоянно помешивая, уже через несколько минут она начала слегка подрумяниваться. Именно это нам и нужно. А как только появляется легкая золотистая корочка, добавляем сюда лук. Продолжаем готовить еще несколько минут до мягкости лука. Сделаем огонь чуть меньше, добавляем соли по вкусу, у меня это 1 чайная ложка. Также теперь я добавляю сюда где-то 100 грамм, может 150 грамм сметаны 15% жирности и хорошенько перемешиваю. Добавляю примерно 50 мл кипятка, перемешиваю, накрываю крышкой и готовлю так еще минут 10 на маленьком огне.
Это был самый трудоемкий рецепт из сегодняшней подборки, поэтому переходим к следующему. Здесь у меня 3 небольших стейка рыбы, каждый по 150 грамм. Посыпаю их солью с обеих сторон и специями для рыбы. Кстати, специи к рыбе добавлять не обязательно, так как она вообще сама по себе довольно вкусная. Поэтому я никогда не мариную ее в каких-либо соусах. Максимум это специи, то не всегда, скорее больше даже по настроению. Я буду запекать ее в аэрогриле, точно так же можно приготовить ее и в духовке. Добавляю сверху совсем немного масла с помощью пульверизатора и ставлю выпекаться на 15 минут при температуре 190 градусов. На этом рыбка готова. Приготовим гарнир, это у меня будет вареная картошка, я ее хорошенько промыла и отправляю в кастрюлю и заливаю водой. В сыром виде у меня здесь примерно 700 грамм картошки. Добавляю соль и варю ее под закрытой крышкой на среднем огне до готовности, то есть примерно около получаса. Также в другой кастрюльке я поставлю повариться 400 грамм замороженных брокколи. Точно так же просто заливаю водой, добавляю немного соли, ставлю на огонь, но в этот раз, конечно, варю поменьше. Брокколи варится довольно быстро, максимум минут 5, и уже надо снимать ее с огня, иначе превратится в пюре. Ну а когда готова будет уже и картошка, я ее остужаю, чищу от шкурки и буду нарезать кружочками. И да, картошку, конечно же, можно есть при похудении, просто главное готовить ее полезным способом, например, вареная картошка или запеченная. И мало того, даже при ее употреблении я добавлю к ней немножко сливочного масла, зелени, чеснока, чтобы она не была пресной, естественно. Собираю все теперь по порционным контейнерам. Конечно, в обычной жизни я не собираю еду порционно, но для того, чтобы в видео все было для вас понятно и наглядно, вы можете сейчас это видеть. Также я заранее еще сварила рис, просто не показывала это, потому что это довольно стандартная процедура, я думаю, все и так знают, как это делать. Итак, это у нас обеды. Здесь у нас по 100 грамм курочки, 150 грамм риса на порцию и брокколи. Примерно где-то здесь около 120 грамм. Ну а теперь собираем ужин. Это у меня будет рыба с картошкой. На порцию идет 200 грамм вареной картошки и один рыбный стейк, как я уже говорила, в сыром виде они у меня были весом 160 грамм примерно. Вот такие обеды и ужины у нас есть сразу на 3 дня вперед. Конечно же, при хранении в холодильнике эти блюда за 3 дня не испортятся, с ними ничего не будет, и, конечно же, есть их будет полностью безопасно. Отправляем их в холодильник и радуемся тому, что в ближайшие 3 дня нам не придется ничего готовить. Поделитесь комментарием, своим мнением, как вы относитесь к заготовкам еды, как часто готовите вы каждый день, либо же наоборот также делаете заготовки. Я, например, обычно всегда готовлю сразу на несколько дней вперед. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.